Подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Рутуб. Ссылки на каналы будут в описании под видео под каждым роликом. Поддержите канал донатом. Карта Промсвязьбанка и другие варианты поддержки традиционно будут опубликованы там же под видео. Доброго всем! Это мощная машина итальянского производства Маджита. И я уже как-то подробно о ней вам рассказывал. Кому интересно, все данные, характеристики я опубликовал в том ролике. Ну и ссылку на этот ролик я оставлю в описании к этому видео. Работает эта мойка у нас практически безостановочно. Работы очень много. И закономерно, что в ней начинает что-то ломаться. Посмотрим на мойку. В мойке есть вот такая сетка, в которую укладываются запчасти, агрегаты, узлы, детали. В общем, все, что нужно отмыть. В какой-то момент мы стали замечать, что эта корзина стала телепаться из стороны в сторону. Ну что ж, я сниму корзину. Корзина съемная, она на колесиках ездит по направляющим барабану. А вот это тот самый барабан. Смотрите, как он болтается. В общем, скорее всего, что там хана подшипником. Буду разбирать, смотреть, разбираться. Для начала нужно немного отобрать раствора из резервуара. Объем этого бака составляет 280 литров. Но весь этот объем, конечно же, сливать не нужно. Вся система вращения организована за этой емкостью. Нужно лишь только сверху немножко убрать. Сжатым воздухом сдую остатки воды с внутренней поверхности бака. Барабан крепится к оси вращения при помощи болтов с внутренним шестигранником. Выкручиваю их и снимаю барабан. На оси расположена тавотница для смазки подшипников. Из нее выступает какая-то часть смазки. Теперь, чтобы извлечь этот вал, требуется с обратной стороны разобрать привод. Для этого нужно снять вот этот защитный кожух. Он крепится в двух местах. Там в глубине гайкой. А снаружи вот здесь винтом. Откручивая их, снимаю кожух. Здесь у нас ременная передача от двигателя на ось вращения. Чтобы снять ремень, я ослаблю вот эти монтажные гайки, которые расположены на креплении электродвигателя. Как раз за их счет и происходит натяг ремня. Вот теперь ремешок можно и скинуть. Пошатаю приводной вал, и естественно он болтается, что неудивительно. И очень даже болтается существенно. Выкручу вот этот фиксирующий шкив в гужон и сниму сам шкив. Теперь нужно открутить эту гайку, удерживающую в посадочном месте вал. Вверху вал зафиксировал, а снизу сорвал ключом. Вытягиваю саму ось вращения и смотрю на нее. На валу осталась верхняя часть опорного подшипника. А вот и проблема. В обойме опорного подшипника не хватает пару шариков. Что самое интересное, шарики съела так, что и следа от них не осталось. Извлекаю нижнюю часть опорного подшипника и извлекаю радиальный подшипник. Также следует извлечь нижний подшипник, удалив сперва стопорное кольцо, которое удерживает нижний подшипник в своем посадочном месте. Если уж менять, то менять все. А также удалить сальники сверху и снизу. Ну а что дальше? А дальше все собираю в обратном порядке. Набиваю новые сальники, при помощи оправки расставляю их по своим местам. Затем по местам ставлю новые радиальные подшипники. Из подручных материалов я сделал простенькое приспособление, попросту винт, пара гаек и шайба. Продеваю во втулку, снизу удерживаю ключом гайку, а сверху напарник подтягивает другую гайку. Сверху подтягивать удобнее. На место ставлю стопорное кольцо.
а это уже я воткну в верхний подшипник. Дальше на место ставится вал, его я креплю гайкой, ну все как я и сказал, в обратном порядке. Шпонка, шкив, фиксирую все это гужоном. Ставлю и натягиваю ремень. Креплю на место защиту и мойка готова и стоит намертво. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу. Ссылки на описание помощи будут в описании под видео. И без аварийных вам поездок.